Приветствую вас на канале Техревизор. Давайте посмотрим, какие беспроводные наушники можно купить в 2024 году, если выделить на это минимальный бюджет, скажем, не больше 2000 рублей. Я подобрал 5 моделей, которые можно рассмотреть в покупке, о каждой расскажу кратко, емко и понятно. Конечно, ожидать от них какого-то особенно выверенного звучания не стоит, но тем не менее, все равно есть наушники, которые даже как будто превосходят свою стоимость. Надеюсь, после просмотра ролика вас заинтересует хотя бы 1-2 пары наушников, которые смогут удовлетворить ваши уши на все потраченные 2000 рублей. Давайте я начну знакомить вас с участниками рейтинга, а вы поставьте лайк и подпишитесь на канал. На 5-е место топа я поставил Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Одни из самых доступных наушников в этом рейтинге. Хотя, если так посмотреть, все в этом рейтинге доступнее некуда. И тем не менее, они прекрасно работают как с андроидами, так и с айфонами. Для этого поддерживаются стандартные кодеки AAC и SBC, параметры которых достаточно для создания какого-никакого звучания. Само собой, все зависит не только от них. Есть еще куча нюансов, в числе которых диаметр излучателя, его материалы и так далее. Лезть так глубоко мы не будем. Достаточно просто понимать, что наушники вполне неплохо отыгрывают средние частоты, хорошо справляются с высокими, не забывая про низкие, при этом не смешивая все в кашу, приправляя слабенькими, но уверенными басами. Поэтому в них можно слушать современную попсу и ударную музыку. Ну, на крайняк в эквалайзере можно настройки покрутить. Подключаются уши по Bluetooth версии 5.2. Это, кстати, реально неплохое решение для бюджетного сегмента. Соединение держит стабильно, ничего не отваливается, можно даже отходить метров так на 8-10. Сами наушники имеют базовый функционал. Сенсорные панели дают возможность регулировать громкость, переключать треки, ставить на паузу, принимать звонки. Микрофон у них на уверенную 3. В людных и шумных местах собеседнику будет сложно разобрать ваши слова, но где-нибудь дома или в более-менее тихом месте можно разговаривать без проблем. Показатель автономности самый низкий из всех в рейтинге. Выжав весь сок из кейса, мы получим около 18-20 часов беспрерывного звучания. Но тут, конечно, многое зависит от того, на какой громкости вы слушаете музыку. Еще один достойный вариант, имеющий довольно серьезный авторитет в области акустики – Edifier X2S. Ключевое отличие от прошлых Redmi Buds – сам тип наушников. Edifier – это вкладыши с вытянутой ножкой, в то время как Xiaomi – внутриканальные затычки. В теории это может повлиять, например, на звукоизоляцию от внешнего мира и, соответственно, на звучание. Но на практике Edifier способны дать даже лучшее звучание за счет в 2 раза увеличенных излучателей. Хотя какой-то серьезной разницы между ними нет. Работают с теми же аудиокодеками, не имеют активного шумоподавления. Поэтому нам осталось только пытаться наслаждаться выраженными высокими частотами, умеренными средними и в меру детализированными низкими. Не могу сказать, что какой-то жанр музыки слушать в них особенно приятно, а какой-то особенно неприятно. Но, например, тяжелый рок в них подойдет так себе, тем более на высокой громкости. Частоты просто смешиваются в одну массу и не дают никакой детализации по инструменту и вокалу. Но если вы пользователь неискушенный, можете и с эквалайзером поиграться. Это хотя бы как-нибудь поправит звучание. Также порадовало подключение по Bluetooth последней версии 5.3. Это дает еще больше уверенности, что сигнал не будет отваливаться от помех. И хотя он потребляет больше энергии, по автономности эти наушники вместе с кейсом смогут выдать порядка 26 часов беспрерывного звучания. Так что жаловаться-то и не на что. Ну, разве что микрофон в шумных местах плохо обрабатывает голос. Но это бюджетный сегмент, по-другому никак. 3 лучших открывает Honor Choice Airbud X5 Lite. Внутриканальные затычки с улучшенными излучателями. Это складывается в наушники с более качественным звучанием и лучшим пассивным шумоподавлением. Поэтому, если прошлые вкладыши Edifier не внушали вам доверия, то на Honor в плане посадки и отсутствия посторонних шумов можно посмотреть увереннее. Передача звука происходит по тем же базовым аудиокодекам AAC и SBC. Помню, год назад или около того за 2000 рублей можно было найти наушники с каким-нибудь жирным aptX или LDAC, которые реально дают более насыщенное звучание. Но, к сожалению, как я ни пытался, в реалиях 2024 года ничего вырвать не удалось.
Но ведь все равно же не получается звучание капитально закидать помидорами. По сути, тут есть неплохие басы, то есть музыка вообще не плоская. Есть адекватные высокие частоты с какими-никакими деталями, правда, средние нехило так подкачали. Они как-то вообще сливаются с общим фоном и не отсвечивают. Но в целом, звучание ведь реально достойное. Конечно, меломаны возразят, но уж извините. Что имеем, то имеем. При форме наушников с длинной ножкой понравилась реализация управления. Тут убрали одиночный тап во избежание ложных срабатываний. Конечно, арсенал жестов от этого поубавился, но зато, например, при снятии наушника не будет срабатывать какая-нибудь функция, которая вообще не в тему. В общей картине это та еще мелочь, но на практике можно сэкономить нехило так нервов. Ну и автономность у Honor повыше, порядка 35 часов с кейсом, что тоже вполне адекватно для ежедневного использования. Самыми долгоживущими во всем рейтинге оказались QCY T13. В том числе по этой причине они заслужили второе место. Все-таки 40 часов беспрерывного проигрывания музыки еще нужно постараться добиться. Тем более в таком бюджетном сегменте. Да и на звучание здесь болт не положили. Хотя маленькие динамики на 7 мм выглядят не очень многообещающими, звук они выдают вполне сносный. Отлично заходят песни современных исполнителей. Можно вообще ничего не подкручивать. Но вот тяжелая музыка дается им слабовато. Хотя если у вас до этого были наушники рангом пониже, то и их звучание вас точно удивит даже при проигрывании рока. Однако при желании все равно есть возможность подстроить под себя какие-нибудь мелкие нюансы. Добавлю еще про низы. Удивительно, но они здесь реально хороши. Очень неожиданно для наушников за 2000 рублей. Вряд ли они разочаруют. Хотя, конечно, по сравнению с прошлыми Honor, они не так уж сильно выделяются. Вот если бы было какое-то активное шумоподавление, то да, свою роль это точно сыграло бы. В остальном вопросов по подключению нет. Bluetooth 5.1, базовые кодеки. Ничего не отваливается, сигнал держит стабильно, рассинхрона не происходит. И хоть версия Bluetooth не самая последняя, все равно можно смело носить телефон где вам удобно, не подстраивая его специально под наушники, чтобы сигнал лучше ловил. В общем, реально классные наушники, которые я бы смело поставил на первое место, если бы не еще одна сладкая парочка, которая смогла удивить меня кое-чем другим. Лидером рейтинга стали наушники Xiaomi Redmi Buds 4. Свою строчку они отбили не за счет какого-то улучшенного кодека или бешеной автономности. Xiaomi пошли другим путем и наделили их тем, чем не смогли наделить все прошлые 4 бренда. Это активный шумодав ANC и режим прозрачности. Конечно, от бюджетных наушников ожидать какого-то особенно выражающегося шумоподавления не стоит, но все-таки хотя бы какие-то алгоритмы пытаются спасти ваши уши от лишних звуков. Другая тема – режим прозрачности. Полезная функция, которая в нужный момент дает вам возможность разговаривать с людьми и слышать происходящее, не снимая наушники. А что, удобно получается где-нибудь в магазине, кафе или даже просто при случайной встрече. Хотя в целом, конечно, вообще не проблема просто вытянуть один наушник. Не обломаешься, так сказать. Но когда есть возможность добавить себе немного комфорта за те же деньги, то почему бы и нет? По другим параметрам тоже не могу придраться. Звучание отличается благодаря ANC. Наушники играют объемнее, слышно больше деталей и басов. Без проблем можно слушать любые жанры музыки. Все-таки шумодав играет немалую роль. А так, это те же аудиокодеки и Bluetooth 5.2. Микрофон, в свою очередь, не обладает какими-то сверхспособностями, но поговорить в укромном месте можно. Ну а за большим придется обращаться к наушникам уже из другого сегмента цен. В целом, эти Xiaomi вполне достойно завершили рейтинг и в нашем случае доказали, что Xiaomi топ за свои деньги, как бы это ни звучало. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.